какая-то школьница ходит на съемках и таскает все. Ты что, хочешь на этом зарабатывать деньги? На этом хобби? Они нас миньоны называли. Да, американцы не смотрят на фотографию и операторское искусство как на хобби. 1% гаферов — это женщины в Америке. За последние 20 лет, что ли. И она говорит, я поняла, что я на проекте была не права. Ну, уже не надо было, а хотелось. У нас в творчестве есть, мне кажется, больше самореализации, больше каких-то ответов. Я вообще ничего не успевала. Даже когда выпуститесь с вуза, вам все равно придется снимать бесплатно. Да. Ради кейсов, ради тех работ, которые есть, да? Да. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ракурс подкаст, и у нас сегодня пришла к нам в гости Зариночка, наша ученица, которая с нами обучается очень давно. С какого года ты у нас? Так, я была с 10 класса, с 10, 11, 12, вот 4-й год. 4-й, да. Это примерно в 21 году ты пришла, скорее всего. Ну да, примерно. Обалдеть. Ну давай начнем с того, что вообще, расскажи, пожалуйста, кто ты, вообще чем ты занимаешься и как ты вообще попала в Ракурс? Так, кто я? Я сейчас студентка в Фордом Университи в Нью-Йорке. Я окончила НИШ в 2004 году, НИШ IB. И я пришла в Ракурс в классе 10. У нас был проект, personal project, и я тогда увлекалась фотографией, но это было типа несерьезно. Это просто было как хобби, и тогда я должна была сделать такую выставку, более серьезную. И, якобы ничего не умела, фотоаппарата у меня не было, и поэтому я в Таргете, в Инстаграме увидела Ракурс и пришла вообще на рандоме. Я ничего не ожидала на самом деле. Я думала, я вот закончу проект, сделаю типа свою выставку и все, дальше вернусь учиться. В итоге я задержалась. Получается, неким сподвижником твоего попадания в Ракурс немножко стал вуз, не вуз, а школа твоя. Да, моя школа. А как это у вас происходит? В 10 классе каждый может выбрать себе какой-то проект, любую сферу, чем они хотели бы заняться, там нарисовать мультик, там, не знаю, заняться благотворительностью, еще чем-то. Главное, нужно потом прорефлексировать насчет процесса, как ты вырос, чему ты научился и так далее. Вот, и тогда я, любила фотографировать просто на телефон, выкладывать в Инстаграм, типа вот так вот. И я подумала, что хотела бы сделать, сделать какую-нибудь выставку в школе. Вот, я, честно говоря, немного с этим задержалась. У меня было много времени, на самом деле. У меня было все лето, но почему-то я этим не занималась. Я думала, что это займет намного меньше времени. Типа пришел, поснимал, да, ушел? поснимала, там распечатала, все, типа готово. Но в итоге это оказалось намного все, не так просто, как это я планировала. И в итоге я пришла и сказала: Саша, вот мне нужна сейчас выставка. И, это было очень в торопях, но это было очень интересно. Вот. Ты пришла к нам, после чего у тебя? Что у меня потом дальше пошло? Конечно. Мы начали фотографировать на гипс, там снимали, на улицу выходили тогда часто очень. Вот, я фотографировала подруг своих, потом на день рождения я фотографировала, тоже типа портреты пыталась сделать. Вот, потом после этого меня позвали на мои первые съемки, снимали подкаст. Я не знаю, именно можно назвать, да? Смело вообще? Мы снимали подкаст Галу Макалек-Парова тогда еще. Это был мой первый. Я тогда еще не знала, кто он такой, но было интересно. Мне позвонил Жан тогда утром. И он такой: Зарина, сейчас сможешь? Типа, на подкаст хочешь сейчас? Я говорю: да, давай. И вот я приехала. Тогда был вот Мура, вы были. Да, это были мои такие первые съемки, было очень интересно. И после этого были еще ночные съемки. Вот это ночные съемки — это самое вот то, что запомнилось мне, потому что я тогда напросилась у родителей, прям я их умоляла, такая: пожалуйста, можно это надо. И тогда я, приезжала вечером, начинали смену, ночью мы снимали, потом в 6 утра я уезжала, приезжала домой, переодевалась, кушала и уезжала в школу. Ремарочка, это что за съемки были у нас? Это была дипломная короткометражка для в кафе Шабыттян. снимали, да? Да. Для Шабыттян. Да. Ну давай сразу первая ремарка, пока запоминай свою мысль. Это насколько сложно всегда договориться с родителями, потому что пойти на съемки еще и ночью и с какими-то типами, назовем так, да? Для родителей мы какие-то типы, скорее всего. Да.
Ну, по идее, вначале я не то чтобы они, по идее, сильно как-то были против. Честно говоря, они, наоборот, ну, мне кажется, достаточно быстро согласились, как бы поддержали. Я не помню такого, чтобы они прям запрещали мне. Вот, поэтому, чему я очень благодарна. Спасибо большое всем родителям. Вот, но они всегда говорили, ты можешь идти при условии, если ты уверена, что ты будешь как бы успевать, и при условии, если ты будешь уверена, что ты сможешь поддерживать учебу, ну, типа, хорошие оценки, чтобы они не падали. И, ну, поэтому приходилось успевать, но это того стоило, по идее. Что скажешь тем, кто не успевает? У меня много, вот тут даже партия сидит сейчас за камерами, у них у всех всегда нету времени, они всегда чем-то заняты. Ты у меня как одна из моих любимых учениц, мне кажется, ты вот и Шнар, вы такой набор, который доказывает обратные вещи, да, если мы возьмем Шнар, да, мать там, у нее много детей, бизнесы, кредиты, и она успевала ходить к нам, и так же, как и ты, быть на ночных съемках, да, в 6 утра приходить Да. и утром уходить, еще Она и еще кормить. завтрак готовила. Да, и ты в том числе тоже ученица Ниш, ты еще была с нами, и если не ошибаюсь, чуть-чуть даже и по президентом школы побыла. Да. Как ты это все совмещала? В чем секрет? Ну, секрет... Ну, я бы не сказала, что я прям успевала жестко. Просто, ну, например, я просто пыталась делать домашку, чтобы успеть к съемкам. Если я не успевала домашку, я забирала домашку с собой. Я помню, прям я делала домашнее задание во время стендапа. Мы снимали... Ну, да вы помните, наверное. Нет? Кто-то меня снял вот так вот на видео, я там сидела, я даже не видела тогда этого. Вот, поэтому, ну, домашку приходилось делать или на съемках, или ночью, или там как-то в школе успевать. А так, ну, в школе мне было тяжко в плане сна. Я очень плохо спала, и без съемок я плохо спала. У меня всегда было с режимом, как бы всегда были проблемы. Но, как бы, по идее, в принципе, нормально. Как Блин, бы... по тебе и не скажешь, что у тебя были какие-то проблемы со сном. Ты всегда бодрячко вроде выглядела. Ну, всегда было весело. На съемках мне всегда было весело. Потому что в школе, ну, как бы в школе спать очень хотелось. Потом на съемки приходишь, все равно уже и веселее, и люди рядом хорошие, и, ну, съемки интересные. Что съемки поэтому... тебе давали? Они что-то особенное тебе давали? Ну, честно, когда мы были в школе, мне очень нравился движ. Мне очень нравилось то, что, типа, ну, движ в плане, вот мы собирались утром рано, все там выгружали оборудование, ездили, потом ты пока готовишься, пока выставляешься. Ну, выставляться тоже там, конечно, типа, суета, там очень много что нужно успеть, нужно, чтобы ты еще как бы не стоял в стороне, а нужно как бы, что мне сделать, чтобы ты тоже там без дела не остался, потому что все у нас, ну, короче... Каждый знает свое дело. Да, каждый знает свое дело, и каждый хочет сделать свое дело. Поэтому ты должен был как бы тоже там втискиваться, такой, вот, а мне что сделать, мне что сделать. Вот, но на самом деле это было весело, и я очень много хороших друзей себе нашла. Давай ремарка. Подруг. Что в понимании твои хорошие друзья в ракурсе? Не знаю, которые всегда, ну, которые тебя не осудят, которые тебе помогут, которые совсем относятся с юмором, с которыми я вообще очень расслабленно себя чувствую. Я не нервничаю, понравлюсь ли я А кому-то. почему? Не знаю, потому что, ну, как-то все здесь просто, легко, можно общаться о чем хочешь, говорить, что хочешь, там рассказывать. Ну, короче, да, это прям... Я постараюсь тебе в этом плане помочь. Я сам наблюдал за тобой, за многими другими, что же вас сюда тянет. Помимо того, что мы учимся, это само собой, помимо съемок, мне кажется, это то самое сумасшествие, которое у тебя есть, именно с точки зрения творчества. Здесь все такие. То есть твои, наверное, друзья, которые, назовем так, не творческие, не будем кого-то конкретно называть, да, не творческие люди, им это не понять. Они, наверное, тебе говорят, Зарин, ты занимаешься, наверное, хобби, да? Ты что, хочешь на этом зарабатывать деньги, на этом хобби? Но мне кажется, тут немножко в тебе есть противоречия, да, какие-то определенные? Ну, не знаю, насчет противоречий, да, наверное, есть. Я иногда думаю, типа, блин, я всю жизнь училась, я, типа, будто бы и творчеством много особо, типа, прям углубленно не занималась, и поэтому я иногда думаю, блин, а вдруг это вообще, типа, не то, не то, чем я привыкла заниматься. Потому что, ну, ты постоянно сидишь за ноутом, типа, я постоянно пишу какие-то там задания и так далее. Ну, короче, мне не хватало практики, особенно вот в 12 классе в конце я вообще ничего не успевала, типа, именно снимать, о чем я, конечно, жалею, но это был, ну, типа, ну,
у меня больше не было выбора. Нужно было все равно уже научиться. Ну, конечно, да, учеба прежде всего, это само собой. Вот. Но единственное, вот я что заметила, в школе есть всегда соперничество. Ну, как бы внегласное. Типа, ты с друзьями друзья, ты там с ними общаешься, ты с ними, ты их любишь, да? Но все равно ты там, ну, как бы не хочешь отставать, ты не хочешь хуже оценки, ты не хочешь там поступить в какой-то, не знаю, не тот университет, который ты хотел, еще что-то, ну, много такого. И ты там даже спрашивают всегда, типа, вот ты куда будешь поступать? Ну, никто не хочет делиться сразу. Ну, особенно там какие-то знакомые со школы, не близкие друзья. Ну, типа, ну, пока не знаю, там, она умна, типа, все мы так... Я так делала, честно, я так сейчас признаюсь. Я говорила, ну, пока не знаю, хотя я уже знала, куда я подаюсь, типа. Поэтому, блин, я не знаю, может, я... Ну, короче, я гейткипила жестко. Как? Было. Гейткипила, когда, типа, чуть-чуть скрывала, типа, жадничала. Вот. Типа перед своими... Да. Нет, сказать? не друзьями, но знакомыми в школе, типа, больше. Не, ну я с тобой согласен, Да. многие не должны этого знать. Счастье Ну любит да, тишину, да. как и деньги любят счет. Ну еще говорят же, тишины. типа, вот, не нужно говорить планы, типа, а то не сбудется, из-за этого боялась. Вот, а здесь, типа, нету такого. Ты приходишь, и всем, как бы, ну, как бы все равно. Здесь вообще всем все равно, типа, чем я в школе занималась. Ну, типа, они знали, что я много учусь, но никто, как бы, ну, не было такого, чтобы я там с кем-то соперничала здесь из-за оценок. Тут больше, типа, ты смотришь, там кто-то больше снимает, там кто-то чем-то занимается, я думаю, блин, тоже надо снимать, типа, тоже надо что-то делать. А здесь разве нету конкуренции внутри съемок? Есть, но я бы не сказала, что она какая-то прям супер, какая-то жесткая. Это больше в шутку, типа, кто-то говорит, да, типа, ну вот, ты что там, ну не знаю, вот буквально вчера было же, когда Даука и Шел Питош шутили. Это буквально такое, типа, мне кажется, не супер значительное, не супер, чтобы там люди портили отношения или там жадничали. Наоборот, там Шолпан сняла, поучаствовала на полнометражке, и ты думаешь, блин, надо тоже что-то, типа, надо двигаться, уже набирается опыта, а ты ничего не делаешь, такое. Поэтому, ну, в этом плане больше уже доброе. Ну, понятно, это очень круто. Давай назовем некое соперничество, которое у нас есть в ракурсе, да, оно все-таки все равно присутствует. Да, да. А как ты с ним борешься или помогает ли она тебе чему как-нибудь? Я не знаю, наверное, это больше чуть-чуть морально давит, бывает, честно скажу, потому что, ну, я сидела в университете, и я не то чтобы много что снимала в этом семестре, и я всегда вижу ваши сторис, там вы чем-то занимаетесь, ходите на съемки, и у меня такой, типа, блин, я много чего пропускаю. Я перед тем, как приехать, за неделю до того, как я прилетела, я сижу, думаю, блин, вы столько оборудования накупили, а я ничего не умею собирать, типа, я уже ничего не, типа, я уже не успеваю, я не догоняю, и в этом плане немного, ну, конечно, грустно бывает. Но здесь, мне кажется, наоборот, в тебе даже если ты думаешь, что догоняешь, но в любом случае ты их догонишь, мне кажется, потому что ты одна из тех, кто практики. Ты очень сильно любишь практику, потому что если тебя вспомнить, когда ты пришла к нам, назовем цыпленком маленьким, который ничего не знал, ты поначалу что-то находилась, назовем, в каком-то ремиссии, да, в каком-то состоянии пограничном, да, вот то, что ты сейчас говоришь, я теперь понимаю, ты и не туда, и не сюда. Да, но потом в моменте что-то в тебе, вот, выставка твоя, как она тебя толкнула вперед. Да, ну, Ты прям сразу фух, стрельнула, и потом еще раз, и тебя уже не догнать. Ты одна из первых, кто всегда соглашается. Я всегда был удивлен тому, что ты сейчас и говоришь, что ты, в принципе, да, ученица Ниша, очень дофигища учишься, и ты еще успеваешь к нам. Ну, это уже было, знаете, типа, ну, уже не надо было, а хотелось. Поэтому надо было успевать. О, хотелось. Это очень классно, ты Да. применяешь это в сленге. Хорошо, а давай вспомним какие-нибудь съемочки, либо должности, в которых ты уже была. Ну, в основном я была осветителем. А женская ли это профессия? Кстати, много кто об этом говорит, типа, блин, реально. Ну, бывало, родители тоже говорили, типа, ну, ты хочешь дальше так, типа, таскать железо, там, таскать тяжелые и так далее, ходить на ночные съемки. Ну, как бы они мне сами не запрещают, но они понимают то, что, типа, смогу ли я в будущем постоянно так ходить, типа, постоянно ходить ночью, не спать и так далее. И были одни съемки, кстати, интересные. Я про них писала, кстати, работу в университете. Я вас тоже упоминала. Вая. Короче, это были прям одни из первых съемок. Я тогда, ну, недолго ходила. И, короче, снимали какой-то клип, начинающий там то ли блогеры, то ли артисты для какого-то телеканала, где, ну, чисто такие музыкальные клипы где? выпускают. У нас в Астане или там? Да, здесь, в Астане.
И, короче, кто-то у вас попросил, типа, есть ли осветители, кто мог бы помочь, короче, выйти. А там тоже съемочная команда была супер маленькая. Там, типа, режиссер, оператор, все. Типа, еще кто-то там был. Ну, типа, ассистенты и еще несколько. И вот, и там пара снимала. Я, короче, и вы тогда мне сказали то, что когда вы предложили, типа, чтобы я вышла, они сначала так, типа, очень сомнительно такие, типа, блин, Девочка, типа, да? да, сможет ли она. А я же еще школьница. И я как-то пришла утром на смену, мы сидели, чай пили перед тем, как начать. Мы снимали вот на квартире у этих артистов. И они сидят такие, на меня смотрят и так, типа, ухмыляются, типа, и ну и чё, типа, чё ты можешь, яхта? И они такие, а чё, почему ты именно это выбрала? Я, честно, только, ну, типа, точно не помню, что я там отвечала, но я прям помню, что их отношение было такое немного несерьезное все равно. Ну, я могу их понять, конечно, типа, для них это вообще непривычная штука, то, что какая-то школьница ходит на съемках и таскает все Да, мы еще оборудование. понимаем, в какой стране мы живем, да? Да, У нас очень но национальная страна тоже немножко. да, но И тогда я женщина. разозлилась, они вообще, блин, так, ну, в конце, как бы, я будто бы смогла доказать, что я, как бы, ну, могу, Могет. да, могу, но все равно, вот вначале это было неприятно, они так сидели, типа, ну, чё, типа, а чё ты? Ну, здесь, знаешь, здесь проблема не только идет в тебе, то, что ты Ну да, девушка. Тут еще проблема идет школьницы, и проблема идет общество. да. Общество наше не готово принимать людей, которые, допустим, Мгм. по моему осознанию, ниже тебя рангом. То есть, допустим, у нас тоже есть один мальчишка такой, Амирали, ты, наверное, с ним знаком, может, по-любому, да? Где-то здесь бегает. У него тоже, мы как пару раз его отправляли, и такие, что ты нам, говорит, пацана отправил? Я говорю, в смысле пацана? Я говорю, ну что ты, он же ничего не знает. И я так про себя сижу и думаю, почему вы эксперты, да, псевдоэксперты, да, Мгм. которые не умеют держать камеру, уже утверждаете, что он что-то не знает. Он Мгм. знает больше вас, он уже красит, он уже снимает на камеры, на Реды, на Алексу, то есть он уже много чего сделал, а вы, не успев его Увидеть, прочитать, увидеть, уже утверждаете, что у него не хватает скилла. Ну да. хорошо, ну допустим, ты побывала у них на площадке. Чувствуется ли у тебя такое, знаешь, превосходство над этими людьми, то, что ты учишься у нас, и ты уже побывала на многих площадках, и ты Мгм. видела большие, крутые площадки. И тут приходишь к ним, который чувак какой-то там сопляжуй тебя осуждает, Мгм. типа, да ты что такая, учитывая, что за твоим бэкграундом уже были площадки сильные, где все были наравне. Что ты чувствуешь в эти минуты? Не, ну тогда еще площадок таких больших. Ну, потому что я тогда только-только пришла. Но, по идее, не было такого, чтобы я там думала, типа, ну вот вы чё, типа. Наоборот, я боялась то, что они там много чего знают, а я сейчас, типа, облажаюсь. Поэтому надо было стараться. А сейчас я уже понимаю то, что, типа, у нас столько классных ребят, которые уже столько всего умеют, там, типа, и Шулпан, и Малика, и Амир Али, тем более тоже. Ну и, короче, не обижайтесь, да, кого я не упомянула. Да Всех. ничего страшного, всех Ну, любишь, просто, типа, все да. кис. Ну, просто, как его... Ну, тогда я думаю, типа, ну, конечно, дебилы, вы сейчас нас не переоцениваете. Ой, вы сейчас нас недооцениваете. И вы просто думаете, то, что только из-за возраста мы мало чего умеем. Хотя на самом деле у нас очень хорошая команда. Да, кстати, это хороший пример того, что наш сериал совершенно недавно, где ты Да, тоже да, там да, побывать да. успела, и мне признался и продюсер, и генеральный, и исполнительный, и второй режиссер, я тоже думаю, их приглашу, мы Мгм. поговорим на эту тему, они говорят, мы когда увидели тебя с детьми, как они выразились, да, с Мгм. детьми, но никто не А они задается. нас миньоны называли. Честно, извиняюсь, сволочи, конечно. Не, ну, это проблема наша, может быть, Ну моя да. немножко. Но мы это потом исправили, потому что я поговорил, люди немножко не понимают. Но я к чему клоню, да, они говорят, типа, вот пришел с детьми, но эти Мгм. дети отработали, назовем так дети, Так да. мы весь проект Да, вытащили. и по факту от нас не было никаких особых заминок, Да. каких-то косяков, все Мгм. отработали на таком уровне. Я сам был шокирован. Знаешь, я когда выходил, между нами говоря, честно, да, я рассчитывал на Мурата и на Жана. Я Мгм. думал, вот эти 3 человека, вот мы втроем будем идти, если все посыпятся, То они вытащат. да, они вытащат. Почему? Потому что, ну, все же может быть в жизни, да. Мы там на одного плейбекера рассчитывали, а он вообще ни разу не пришел, да, там 2 раза засветился, да. Мгм. Там определенных светиков мы рассчитывали, которые Да. появятся. Да. Идем. Ну, то Плейбекер. есть мы рассчитывали на многие позиции, да, на многих людей, а они, Да, допустим, не пришли. я тоже. Или еще Мало что. где Не, ну было. это ничего. Я понимаю, что вы идете Ну да. учиться, я понимаю, что у вас есть сложности, но я был удивлен тому, что у нас там всех тех, кого не перечислил, все, кто были, тяжело всех перечислить, они все отстояли весь проект Мгм. на ногах и отработали. И все, каждое твое присутствие, Малики присутствие, да, там Шолпан, она меняла площадку кардинально. То есть, на площадке. То есть у вас уже есть харизма какая-то такая, что все чувствуют, что вы рядом. И, кстати, что вот отметить в вас, в старшей группе я бы хотел, назовем вас так, да, Мгм. есть вот это то, что ты изначально сказала. Что?
подходите и говорите, а чем помочь? То есть если до тебя есть люди, которые есть, они ждут на стульчике команды, либо в стомку уходят, то вы, старший, подходите, что мне делать? Что помочь? Но здесь тоже есть еще одна ремарка. Спасибо большое, Шолпан. Она же недавно была постановщиком. И она подошла мне между делом и говорит, извините. Я такой, типа, за что? Чего вдруг? И она говорит, я поняла, что я на проекте была не права. Я постоянно к вам подходил и говорю, что по свету, что по свету, что по свету, что по свету, что по свету. А ты же должен развести сцену, ты же должен понять, что да как, и потом дать команду. Она говорит, я поняла, я больше так делать не буду ждать вашей команды, спасибо за опыт. Я такой, вау, ну это круто. Если у нас, то есть помимо того, что научится здесь у нас, она еще саморазвивается. То есть она поняла, что допустила в определенных моментах ошибку, ну, уже побывав постановщиком, и она уже меняет свою отрасль. Как я до этого тоже озвучивал, у нас многие ученики, кто были постановщиками, они кардинально меняют свое ассистирование. Да. Ну, в этом плане, почему вы же в начале, когда я только-только пришла, вы говорили, типа, не базарьте, типа, много и чё, типа, лишних вопросов не спрашивайте, но будьте на виду, типа. Если вы будете на виду, вас, типа, потянут, ну, уже будете что-то делать, типа. Да. Поэтому, ну, надо было тогда рядом ходить. Да, в кино же есть еще опыт режиссеров же. Когда режиссер проходит мимо или постановщик, должен вставать. Если ты встал, значит, ты заинтересован, тебе дадут команду. Да. Если ты сидишь, ну, значит, либо ты устал, либо ты не хочешь делать. И проходит мимо. И ты не понимаешь, я, наверное, не нужный человек на площадке. Ну, конечно, потому что ты себя так ведешь. Нужный человек всегда найдет себе работу сам. Хорошо, отсюда следуем. Понятно, твой путь очень интересен. Давай еще немножечко такого зацепим. Совершенно недавно перед отъездом вы сняли клип. На какой должности ты была и с кем ты работала? Я была режиссером Почему? клипа. Я не знаю, это, ну, мы с Маликой, с моей подругой, с оператором-постановщиком еще давно хотели снять. Она, ну, предложила тогда еще, типа, года 2-3 назад. Она сказала, давай что-нибудь вместе снимем. Мы подумали, что, ну, короткий метр, там, полный метр тем более будет тяжело снимать. Нужно очень много средств, им очень много, очень большая команда должна была быть. Ну, тогда ракурс был еще не такой большой. Давай ремарку. Большая команда — это сколько? Ну, хотя бы человек там, ну, на полный метр, мне кажется, человек 20-30 Давай точно короткий. надо. Короткий метр всего снимать. Сколько вам человек надо? Ой, не на полный, на короткий, да, на короткий. Хотелось бы 20-30 в идеале. Понятно. Ну, хотелось бы. Но, конечно, это не всегда так. Ну, короче, мы подумали, что клип — это вообще самый идеальный формат, потому что он короткий, он, ну, не обязательно тебе писать какой-то очень серьезный большой сценарий. Ну, как бы, если ты пишешь короткий метр, хотелось бы, чтобы был какой-то интересный сюжет. А клип — это, в принципе, в основном это эстетическое, больше муд-видео, типа, для песни, да. И мы хотели найти каких-нибудь там артистов, которые, ну, пишут для себя песни, выпускают, и можно было предложить им сделать видео, ну, как бы некоммерческое, просто для себя. То есть, получается, ты бесплатно ее сняла практически? Ну, да, можно сказать, мы с Маликой, вот Малика была оператором-постановщиком, я была режиссером, мы с ней решили везде поровну скидываться, ну, если куда-то... То есть за свой счет вы еще снимали? Да. Почему? Ну, потому что где еще деньги брать? Надо было, ну, хотя бы какой-то маленький бюджет должен был быть, поэтому я не могу сказать, что у нас был какой-то огромный бюджет, но, ну, там на художку, на зачем некоторое вы это делали? оборудование. В смысле, зачем? Ну, зачем вы вкладывали деньги? Это все для чего? Ну, чтобы хотя бы набраться опыта и было портфолио какое-то. Правильно. Да. Это ты говоришь правильно. Мне еще мастер говорил, мой мастер Сулейф Абакир Калич, он мне сказал, даже когда выпуститесь с вуза, вам все равно придется снимать бесплатно. Да. Ради кейсов, ради тех работ, которые есть, да? То есть, чтобы ты кому-то могла снять какую-то работу, и завтра этот человек вдруг он станет знаменитым, да, популярным, и все. И ты вместе с ним наберешь популярности, кейс. Ну, артистка, она тоже вкладывалась чуть-чуть. Она там за крафт команды заплатила. Ну, как бы там дальше. Ну, прекрасно. Это уже твой более такой масштабный опыт. Сколько человек у вас было и как быстро вы снимали? В общей сложности у нас было 4 смены. Одна смена была коротенькая совсем, там уже не было большой команды. В среднем было где-то человек, я точно не могу сказать, но человек 15 точно было в команде, может, если не больше, да. Там были ребята-осветители, был гафер Жан у нас был, потом, кто у нас еще был? Плейбэк, на плейбэке ребята были, механики были.
Ну, короче, очень много То есть, ребят получается, было. почти весь цикл съемочной группы у тебя был? Ну, мы Весь, вообще, почти весь штат. мы почти весь ракурс забрали, да. Мы вообще собрали очень много ребят. Еще приходили новенькие ребята нам помогать на пару смен. Насколько тяжело работать с новенькими? Тяжело. Ну, нет, я бы не сказала, что тяжело. Просто на тот момент я из-за того, что я была режиссером, я типа не особо, честно говоря, контактировала прям с осветителями. А получилось ли команде создать тебе режиссерские условия? Да, мне кажется, очень даже. Честно, я в какой-то момент чувствовала себя немного бесполезной в плане света, потому что я до этого не была режиссером. Мы всегда были осветителями, там, операторами, и ты привыкла то, что ты постоянно там ставишь свет и так далее, и мои друзья потом еще типа стебались, типа, а чё режиссер? Потому что я ничего не делала, можно сказать, по свету. Я там разговаривала с актерами, я там думала, какая там следующая сцена будет, но это, наоборот, показывает то, что команда слаженно работала, то, что мне не надо было тоже включаться и что-то делать, потому что, единственное, в конце мы вместе собирали оборудование, а там в начале, во время съемок я вообще к свету не притрагивалась. Ну, это да. Спасибо большое, конечно же, команде. Ты сказала правильно. Мне мастер говорил, что если команда умеет создавать вокруг тебя условия те, чтобы ты не прикасалась ни к чему, это лучшая команда, с которой ты можешь работать. Да. Это очень круто. Очень хорошо, что они это поняли. То есть, если могут люди создать и понять, что ты режиссер, и дали тебе полномочия, и не лезут в твой департамент, и говорят, режиссер стульчик уступает там, да, водички приносит, и понимать, где твое место, мне кажется, это очень кайфово, да, и ты на другом уровне уже, да, находишься, на котором другие, мне кажется, такое мечтать могут. Ну, отлично. Еще если не ошибаюсь, я знаю, что ты писала свой подкаст. Расскажи свои первые ощущения, когда ты была. Я помню, мы тебе дали задание, у нас есть ракурс задания. Нет, ты сама же пришла. Да, это не задание я было. для школы снимала. Да, дала школа заданий, и тогда у тебя прям, я помню... Подкаст был... я тогда вступила, в школьное самоуправление, и мы с подругами хотели сделать какой-нибудь проект тоже. И мы хотели, снимать про поступление других наших старшеклассников, куда они поступают, чем они занимаются, в каких универах они учатся. И я занималась чисто... Мои подруги, они занимались там, они искали гостей, общались с гостями. Я занималась чисто съемочной частью. Можно сказать, я была типа постановщиком тогда. Ты реально была постановщиком? Да, я была постановщиком. Вот. Мы позвали ребят с нашей школы, они были ведущими, там ребята, которые поступали как раз. Это было немного страшно, это было очень страшно. Учитывая, что до этого ты не снимала? Да, учитывая то, что я не снимала, и учитывая то, что много кто тогда не мог прийти, включая вас и Муру. Вот. А тогда я еще, я никогда самостоятельно не снимала, вы уезжали на другие съемки, и вы забыли тогда, насчет этого, мы забыли, что вообще мы договаривались на эту дату, и вы говорите, а у меня уже другие съемки. Я говорю, и все. И надо было тогда. Мне кажется, вот тогда я с Маликой хорошо начала прям ближе если общаться. честно говоря, я тебе скажу так, в большинстве случаев я это делаю специально. Да, я знаю. Чтобы вы были в огонь и вода. Мне сказал мой друг еще один хороший, это Дархан. Я раньше опекал сильно учеников всех, то есть как утка, да, которая опекает своих цыплят, утят. Потом мне сказали, ты зря это делаешь. Чем больше ты им даешь свободы, чем больше ты их кидаешь в огонь и воду, тем больше они умеют. Да. Тогда это было и огонь, и вода, это было страшновато. Потому что тогда у нас еще не было столько камер, чтобы у всех там было по Соньке. У нас была Sony чья-то, я не помню, и у нас был Canon, Маляки, еще какая-то камера. У нас там разные камеры были вроде бы, и мы пытались снять, там Canon вообще качество вообще другое. Она еще включается, выключается, почему-то там что-то пошло не так, он плохо работал. В итоге еще Малика тогда пришла, она там что-то нам помогла. Вообще это было очень, очень стрессово. И мы писали еще очень долго. Почему-то про хрон мы тогда не подумали. Мы писали, у нас был потом материал на 3 часа. И мы его срезали до 1,5 часа. Монтаж там вообще отдельная история. Монтаж этого Я сейчас к этому подкаста. тоже клоню вопрос. В нашей школе есть, помимо того, что у нас есть образовательная часть, когда вы учитесь со мной, с мастером, да, учитесь сами в случае там каких-то монтажей и созданий. И вот есть третий этап обучения. Я бы хотел, чтобы ты немножко рассказала о монтаже, не будем называть имен, но расскажи всю суть, как вы столкнулись с монтажом. Не будем имен называть, а то парень покраснеет. Мы должны были монтировать этот подкаст. Мы
я вот только тогда поняла, что у нас материал на 3 часа, и что его нужно очень сильно срезать. Я не знаю, почему во время мы не подумали, мы писали, что-то долго было. И в итоге мы, короче, сели его монтировать. Я тогда вообще монтировать не умела, но вот человек, который мне помогал, он умел. А мы еще одолжили ноут у третьего человека, а этот ноут, он как бы тоже не мощный, он не супер мощный, он очень плохо тянул. Но это был единственный ноут, который вообще, мог что-то сделать. Мой ноут вообще не потянул бы для этого, потому что я привыкла чисто с ним, Word. по учебе делать, да, Word там такое, а он не потянул бы там DaVinci, например. И в итоге мы сидим с этим ноутом, начинаем монтировать. Он там что-то клеит, короче, а мы не свели звук и картинку. И в итоге мы сидели 3 дня за этим монтажом и смонтировали 5 минут из 3 часов. Мы сидим на 5-й минуте. Третий день, 5-я минута. Да, 3-й день, 5-я минута. Мы сидим, монтируем еще в старом ракурсе. Не в старом, а вот во втором. И, короче, в ракурс заходит еще один человек, другой, и он уже шарит больше, намного больше. И в итоге мы говорим, вот, посмотрите, что мы смонтировали, и он такой, так вам надо было звук свести с картинкой, типа, вы сейчас так не сможете ничего не сделать. И мы говорим, что нам сначала начинать? Он такой, да, походу. И в итоге он нам помог свести и говорит, все, давайте. И мы сначала это делали. Сначала там человек, который мне помогал, сидел, монтировал, потом я забирала ноут ночью, резала, что там надо было резать сама. Потому что там было так много материала, что надо было уже мне самой убирать. Я ж, была режиссер по монтажу, И вот. И, короче, в итоге с горем пополам мы выложили этот подкаст, и после этого мы сняли второй, еще вроде какой-то сняли. В общем, несколько у нас выпусков было. Уже с опытом. Да, уже... Нет, уже тогда было легче, тогда было... Хорошо, понятно. Но учитывая, что ты у нас обучалась, конечно, длительный срок, но для таких скоростей ты все равно посетила очень много проектов. Если не ошибаюсь, ты поступила в заграничный вуз. Да. Что нужно было для того, чтобы поступить туда? Нужны были хорошие оценки, в первую очередь. Само собой. Само собой. Потом нужны были там результаты экзаменов всяких, тоже там по английскому, нужно было подтвердить уровень. Потом нужно было писать эссе про какой-то свой опыт. И нужно было прикладывать кое-какое там портфолио и список вещей, которыми ты занималась стабильно там на протяжении 2-3 лет. То есть некое портфолио. Да. Чем больше ты занимаешься каким-то определенным там занятием там очень стабильно и уже углубляешься в нем, улучшаешься, тем интереснее университету тебя взять, потому что они знают, что ты уже определился со своей профессией, и они знают, что ты способна очень долгое время заниматься, регулярно одним занятием, и для них это показатель, дисциплинированности, заинтересованности, усердности, наверное. Вот, я указывала то, что я там занималась. То, что мы снимали стендап, то, что на таких площадках я была, то, что у меня там была встреча с Ситовым была. То есть определенных актеров ты отметила, определенные площадки, где ты была, за это время это повлияло на твое поступление. Да. Как она повлияла? Это показало, что я росла в этой сфере, и то, что... там есть то, что... я забыла, как называется это слово. Когда ты сконцентрирован именно на одном деле, и то, что я подавалась на фильм и телевидение, они понимали то, что даже в школе без университета я уже занималась тем, чем я хотела бы заниматься дальше, по жизни. Для них это Для них это, да, показывает то, что вот ты уже, ты готов дальше этим, в этом развиваться. Вот. Тем более, площадки были хорошие. В принципе, я занималась этим тоже очень подолгу, тогда уже 3 года было. И мне кажется, это был хороший показатель того, То есть, получается, назовем так, наши иностранцы, да, американцы, не смотрят на фотографию и операторское искусство как на хобби? Конечно, нет. Нет, для них это серьезное, да. Вот именно американцы, мне кажется, и смотрят серьезно. Потому что, конечно, есть люди, которые там все равно считают то, что нужна там стабильная работа, из
ну, исходя из того, с кем я общалась там в университете. Но все равно я заметила то, что на моей профессии, на моем факультете больше ребят американцев, потому что международные студенты, они больше идут там, типа, на более стабильные работы, типа там бизнес, финансы, там какие-то, ну, медики и так далее. У нас в творчестве есть, мне кажется, больше самореализации, больше каких-то ответов. Да, да. Ну, короче, вот так вот как-то. Понятно. Хорошо. Ну, ты поступаешь в вуз, ты уже там отучилась, если не ошибаюсь, первый семестр, да, или как это Первый называется, семестр, да? да. Расскажи, поделись, что вы учите, снимала ли ты что-нибудь? Так, в этом плане немного у меня по-другому. Если кто-то смотрел, ну, подкаст с Азой, наверное, Ну, два о ком разных вуза, говорим. вы же в разных штатах Да, находитесь. да, вот мой универ отличается намного от его универа, потому что мой универ, он не специализируется чисто на фильммейкинге, он также там есть разные другие профессии, и поэтому для них, для моего университета важно, чтобы я не только покрывала какие-то, ну, как бы предметы, связанные с моей профессией. Им важно, чтобы я покрывала какие-то, ну, перечень каких-то классов для общего развития. Типа им надо, чтобы я обязательно закрыла науку, чтобы я обязательно закрыла там математику, какой-то язык учила, чтобы я там религиозно у нас есть предмет теология, потому что мой универ католический. О, Да, у нас есть даже церковь при университете. Вот, в этом плане из-за этого у меня в этом семестре, как, ну, как бы начальный адаптационный семестр, у меня много предметов были там тоже вот математика, английский, такие предметы. Из такого более-менее там косвенно касающегося фильммейкинга у меня был, ну, медиа и коммуникации, но там у нас были именно, мы обсуждали как бы теорию фильма, как вообще устроен фильм, там, какую роль там занимают женщины, их там образ, то, что там, например, во многих фильмах, особенно голливудских, есть сексуализация женского тела, то, что она очень важна в этих фильмах, как это все типа как бы... показывать правильно. Да, как правильно, и в плане того, что то, что как бы нынешний фильм, нынешнее кино и вообще нынешние режиссеры, они очень сильно, ну, они используют тело женщин больше как инструмент для привлечения внимания А так и не должно зрителей. быть. Так не должно быть. Мгм. И должно быть, чтобы в фильмах были важные персонажи женщины, надо, чтобы было больше актрис в касте, и нужно, чтобы женщины разговаривали между собой чисто, и надо, чтобы они общались не о мужиках, типа не о мужчинах. Ну, это классно. Это типа Да. ценность вообще, в принципе, всей Америки. То есть они придают тебе ценность американцев, или они просто хотят в общем мировой такой стандарт выводить? Ну, они хотят это в мировой стандарт выводить, конечно же, 100%. Но мне кажется, и сейчас как бы в Америке тоже как бы не то, чтобы у них там жесткое равноправие именно в индустрии фильма. В других профессиях, мне кажется, уже там все получше. Но в индустрии фильма все равно можно заметить то, что я писала работу вообще про неравенство женщин и мужчин в М. киноиндустрии вот в этом семестре. И там было, я смотрела статистику, там гаферы, 1% гаферов — это женщины в Америке за последние там 20 лет, что ли, а остальные 99% — это мужчины. Операторы-постановщики — все то же самое. 1% женщины, 99% мужчины. Ну, это И просто не в обиду женщины, просто жестко суровая профессия такая. да, Это да, типа да, как это, шахтеры. конечно, То ну, есть это это, тяжко. ну, как бы я об этом общалась с другими людьми, с Олежкой я общалась про это, и Олежка сказала то, что, типа, ну, это все в силу того, что раньше оборудование было очень тяжелое, и как бы, ну, изначально как бы никто не думал то, что женщины будут работать в этой сфере. Не, сейчас 21 век. Да, Если ты посмотришь те же самые амараны, их да, да, масса да, там до 2 килограмм. Вы смело это конечно. поднимете. Но просто все равно, как бы в головах людей все равно осталась вот эта привычка, то, что они не привыкли видеть женщин на этих ролях. Поэтому, ну, сейчас это все равно меняется. Сейчас уже все равно лучше, 100%. Вот, поэтому, да, Ну, трансформация идет, конечно же. конечно. А был ли у тебя Вот. опыт побывать у них там на съемках, или ты сама что-нибудь снимала? Я в основном снимала, в основном я фотографировала много. У меня вот был проект, там надо было, ну, там можно было вообще выбрать тут любой формат, можно было нарисовать и так далее. Я выбрала фотографию, конечно, я сделала несколько пейзажей по Нью-Йорку, погуляла в Центральном парке, ну, в общем, потом обработала эти фотки, ну, в общем, такое больше. И, ну,
Короче, примерно вот так вот у меня пока что по съемкам. Ну, я ездила в Бостон, там тоже я фотографировала. В общем, в основном я больше фотографировала, чем снимала пока что. Понятно. Вообще, ты вот приехала в зарубежный вуз. Они помогают вообще как-то с жильем, как у нас? У нас, если не ошибаюсь, могут общагу даже бесплатно дать. А там? Там, ну, смотря какая у тебя скидка, типа, если, честно говоря, мой универ, он не из тех, кто, ну, там есть университеты в Америке, которые могут тебе покрыть все, типа, включая там перелет. У меня есть друзья, которые летят там за счет университета. В моем случае у меня покрыли полностью обучение. То есть я не плачу за обучение в универе, но я плачу за обучение, ну, за проживание, то есть за проживание. Я живу в общаге там тоже, ну, на кампусе, в общежитии. То есть что-то ты оплачиваешь за общагу, да? Да, я за общагу плачу. Ну и, в принципе, как бы, учитывая то, сколько вышло бы без скидки моей, это было бы очень сильно много. Это была бы вообще неподъемная сумма. А скидку они тебе почему дали? За что? Они смотрели на... Там есть need-based, merit-based. Need-based — это они смотрят на вообще финансовое положение семьи, и на merit-based они смотрят на твои достижения, насколько вообще, типа, ну, мои там какие-то activities, другие там оценки, еще какие-то дополнительные внешкольные занятия. Ну вот, если они хорошие, если они считают, что они хотели бы себе такого студента, то они как бы рассматривают хорошую скидку. Хорош. Не зря училась, так сказать, да? Не зря ходила. Конечно. Но я очень рад, и уже неочередной наш ученик, которому помогает именно, как правильно сказать, благодаря тому, что они у нас занимаются. Практика. Да, они получают большую практику, большой кейс, как мне тоже ты говоришь, Азамат говорил. Иностранцы такие, вау, типа, ты такое умеешь? То есть Азамат уже проявил себя, то есть он не был каким-то супер крутым там постановщиком. Ну, естественно, немножко есть помощь, конечно, нашей школы, что ты была там, что тебе дали эту скидку, как и Азамату тоже ему дали такую же творческую скидку. Я этому очень сильно рад, что она вам очень сильно помогает. Я понимаю, что очень мало с тобой поговорили об Америке, но о нем много мы не поговорим, потому что я еще не снимала. Если у Азамата, допустим, был кейс, и он сказал, что, оказывается, чтобы тебе снимать, ты можешь посмотреть этот подкаст, послушать, да, может, тебе тоже будет полезно. Чтобы снять в доме, нужно разрешение у всего дома, у полиции, у пожарных. Это, для меня это в голове, типа, в смысле? Я хочу снимать в хате, я снимаю. Я недавно видела возле моего универа, там есть парковка вдоль дороги на Манхэттене прям. И там я увидела бумажку, там было написано то, что вот в такие числа там будут съемки, и в такие числа, типа, не оставляйте свои машины здесь. Типа, поэтому они берут... Они должны получить как бы разрешение у всех, кто будет рядом в периметре типа этих съемок, поэтому вообще прикол, вообще. Ну, скажи мне пожелания какие-нибудь, что бы ты пожелала молодым юным девушкам, если они хотят прийти в кино, может быть, киношникам, которые хотят работать в кино, что бы ты им пожелала? Ну, я пожелала больше практики, много практики, мне кажется, это то, чего мне сейчас тоже не хватает, потому что но все равно пока что фокус в универе не на том, ну, на другом. Вот, поэтому это, да, мне кажется, самая главная практика. Если даже ты учишься, не учишься в творческом вузе там или в каком-то супер крутом универе, главное, что, типа, если ты сам снимаешь, если ты сам как-то интересуешься, то можно как бы вытянуться. Поэтому, ну, много кто говорит, чтобы там снимать, не всегда обязательно учиться этому, типа, потому что можно быть и самоучкой. Но учиться важно, потому что это все равно какая-то очень хорошая база, это контакты, это как бы коллеги, потому что ты будешь учиться, у тебя на факультете будут такие же ребята, специалисты, которые дальше будут развиваться. Мне кажется, это очень хорошо потом собирать себе команду, там, общаться с друзьями, искать какие-то там съемки, выходить. Поэтому, да. Но главное — это дисциплина и пытаться быть полезной. Быть полезной. Круто. Ну, спасибо большое, что ты пришла. Но к концове мы попытаемся, как наш флагман Дудь, он же создал некие такие, знаешь, моду на некие блиц-вопросы. Мы пытаемся его тоже сделать. Ну, мы только вводим это в моду. И маленький блиц тебе скину, но чем черт не шутит? Камера или свет? Что бы ты выбрала? В какой должности ты бы работала? Типа оператором или светиком? Крутым, типа, прям если мощным. бы уже все типа на уровне, да, типа камера. За камеру, хорошо. Будешь снимать со штатива или с ручек? С ручек. Почему? Не знаю, штатив скучно.
Хорошо. Возьмешь Ронин, который механический, или стадикам, который... наоборот. Ронин электрический или стадикам механический? Блин, я не знаю, я не то чтобы я много пользовалась Ронином, ну и стадикам, по идее. Ну, Ронин, наверное. Ронин, хорошо. Да. Будешь снимать в настоящий дождь или сымитируешь? Ну, легче сымитировать, потому что не нужно ждать. Отлично. Деньги или команда? То есть идут дофигища денег, Ага. но очень плохую команду. Либо там среднее количество денег, но крутая команда. Крутая команда. Почему? Потому что без крутой команды ты один не вытянешь фильм. Ну ты же Ну, типа или пост, ты проект. крутая, ты же узнаешь все. Ну, ты можешь хорошо руководить, но если люди будут плохо выполнять задачи, то как бы ничего не получится. 2 должности, которые ты заберешь с собой на любой проект. Должности именно. Должности? Да. Я оперпост. Ты постановщик, да. Ты вот есть одна, и тебе нужно взять 2 должности. Ты кого бы ты взяла с собой? Я бы взяла гафера. Я бы взяла... А что мы снимаем? Неважно, любая съемка. Гафер, механик. Все, двое. Нет, третий же вы Нет, сказали. двоих, только двоих. Двоих? Третьего кого ты возьмешь? Светика еще одно, и все. Нет, я бы взяла художку. Не, это уже не твой департамент же. Тогда ладно, тогда, ну все тогда, в принципе. Это хватит. же просто, видишь, это не твой департамент. Механик твой ничего. и гафер. Механик и гафер, да? Хорошо. Ну все, спасибо тебе большое. А вы, да, вот, дорогие друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите все эти прекрасные комментарии, и кого бы вы хотели увидеть на нашем подкасте. А тебе, Зариночка, спасибо большое. Надеюсь, мы с тобой встретимся Спасибо. через год. Да. Ты уже, надеюсь, уже поснимаешь что-то Да. и приведешь уже какой-то определенный кейс того, что ты там побыла. Еще раз спасибо. И я еще раз повторюсь. Как ты учишься, то, как ты можешь сфокусированно учить уроки, как ты до этого поставила в нише. Для нас до сих пор, для многих это типа ужас. Типа, как? Так разве можно было, что ли? Спасибо тебе большое. Спасибо. Давай, Жмурочка. Стоп. Отлично.